Привет, друзья! Привет! Вы на канале «По ту сторону», меня зовут Марта. Меня зовут Алена. Мы сегодня приехали в лагерь, который находится посреди леса. Здесь, конечно, угнетающая такая атмосфера, с одной стороны, а с другой стороны, здесь очень красивый лес и поют птицы. Это просто лагерь. Лагерь называется «Дружный». Заброшен он уже порядка 20 лет, плюс-минус. И мы решили его посетить, поэтому желаем вам приятного просмотра. Хорошего просмотра. Вперед! Вот, ребята, такая вот тут атмосфера. Она, с одной стороны, угнетающая, потому что очень много разрушенных домов, а с другой стороны поют птицы. И красивая Алена, как обычно. Как вы слышите, поезда где-то тут недалеко ездят. Ребята, каждый домик мы заходить не будем показывать, потому что заброшка уже довольно старая, и я думаю, приблизительно все будет в каждом домике одинаковое. Конечно, в один-два домика зайдем, чтобы показать вам, в принципе, что это из себя представляет на данный момент. Дримхаус представляет. Да, инвентарный номер вон есть. И какое-то жуткое, как крест выглядит. Что? Видишь, черным на доме, просто прогнило, как крест. И крыша провалилась. Пойдем вот в этот, зайдем домик. Ну вот, ребята, все разрушено. В принципе, даже заходить нет никакого смысла, потому что нет ни мебели, ни пола, ни даже крыши. Пойдем. Ой, смотри, как прикольно, вон сцена, да? Вон, по прямой. Ну, наверное, я плохо вижу потом. Как всегда, вот мы едем, когда все тает, когда капли. Ну а как по-другому? Снимаем мы, ребята, круглый год. Поэтому в любом случае получается так, что мы что-то снимаем летом, что-то снимаем зимой. Смотрите, какие ставни. Миленько. Домики очень сильно прогнили. Очень сильно разрушились. Кстати, По сравнению с лагерем Кировец, мы добавим ссылку на лагерь Кировец. По сравнению с лагерем Кировец, этот лагерь, конечно, выглядит намного хуже. Ого! Тут все прогнило. Ну тут опасно находиться. Очень опасно, ребята, пол, потому что смотрите. Такие дырки. Можно, конечно, далеко не провалишься. Я не думаю, что здесь есть подвал, но вон там сцена. Какое-то я только что там заметила движение. Но я надеюсь, что это просто птица. Ну, достаточно большой корпус. Ну, трехкомнатный, наверное, так. Вход, одна комнатка была. Просто свалены пакеты с мусором и ставни. Стекол нигде нету, но есть ставни. Пойдем к сцене. Что такое? А почему оно расставлено так кругами? Смотри. Что кругами? Видишь, кругами расставлено. Или кажется? Просто с кроны деревьев как бы тоже кругом. Я думаю, что... Может быть. Блин, ребята, это очень опасное строение. Да, оно уже прям покосилось. Потому что оно просто покосилось. И вот не просто дунь, и оно развалится. Покажи крышу, как она на бок. Прям на левый бок. Ну, может, камера... Ну, видно. Ребята, вот видите? Так вот немножко скошено. Это не дефект съемки, на самом деле оно скошено. Но, конечно же, это пойду. Ну, тут была сцена или столовая. Наверное, столовая, судя по тому, что там кафель. Офигеть, как все капает. Видите, ребята, крыша просто провалилась вот так вот. Это реально опасно. Очень все покосилось. Не повторяйте за нами. Пол прогнил. Все капает, все течет. И пол поджигали. Ну там, да, видишь кафель. Да. Я думаю, что это была столовая. Потому что, ребята, если такое вот помещение с большими витражными окнами, конечно, место было потрясающее. И кафельные вот такие вот штуки, комнатки, то это 99% была столовая. Пойдем дальше. И вот с этой стороны вот все кухни мы можем спокойненько пройти и посмотреть, кухня это была или... Жесть какая. Хочется говорить шепотом. Ух ты, ё-моё. Ребята, без вандализма никуда. Если бы не было вандализма, то наш мир был бы более красивый и интересный.
О, блядь, паутина мне на голову упала. А это что такое? Ребята, там подвал. И лежит книга в подвале. Вон просто лежит в подвале книга. А как? Туда? Как погреб, наверное, был. Там книга лежит? Да, внизу лежит книга. А ты можешь увеличить? Там есть надпись какая-нибудь? Если ты поддержишь мне свет, Давай. я могу увеличить. Ну, ребят, книга. Конечно же, камера не позволяет прочитать, что там написано, но... А ну-ка. Кстати, ребята, нет, небольшой. Там вот уже конец. Не видно, но он небольшой. Это похоже на холодильник. Да, Печка. скорее всего, такое что-то, да. Интересно, я не ожидала здесь встретить такую дырку в подвале. Интересно. И такая кладовочка. Ну, выходим. База. Ребят, вон, где мы только что были, кухня. Здесь просто такое, как ангарное помещение. И вот это вот мы не поняли, просто висят какие-то фотографии на стене какого-то ребенка. Это что? Лица нет вообще. Это как будто кто-то лежит на снегу, в крови, или просто на снегу. В общем, как-то сейчас неприятно стало. Никому не известно, что это было. Ладно, погнали дальше. Пока мы тут ходим в лесу, ребята, напомним вам, что рекомендуем канал Искатель призраков, наш хороший знакомый. Подписывайтесь, переходите. Ссылка в описании. Ребята, хотим пробраться вот в это вот здание, но что-то тут как-то настолько все завалено, как будто кто-то очень не хотел. Какое зловещее здание, Алена, посмотри. Все сырое. Какое зловещее. Мы напуганы немного. Почему оно так завалено? Тут все завалено хворостом таким. Специально все поломано, спилено, посмотрите. Спилено, да. Как будто кто-то не хотел, чтобы в это здание заходили. Это опасно, надо газовую баллончик подготовить. Здесь кто-нибудь есть? Ребят, очень неприятно это здание. И вообще, на самом деле, очень много зданий. И такое чувство, что кто-то откуда-то постоянно наблюдает. Место, конечно, опасное. Потому что оно находится далеко, в лесу. И мы здесь совсем одни. И окна, кстати, не выбиты. Опасно. Вот. Собралась. Кто-нибудь есть? А так прикольно, вместо калитки дверь синяя. Ну что, ребят, заходим в этот домик. Очень жуткое место, ребят. Смотрите, какая лампа. Это, наверное, туалеты, душевые. Здесь очень сыро и очень неприятно. Максимально просто. Но главное, что здесь никого нет. Так, ну что, мы выкарабкались. Вот, ребята, здесь были ворота. Ни вывески, кстати, нет никакой. Ничего. Ну, уже сколько лет прошло. И вот здесь дома, которые уже снесли, взорвали. Но территория вон туда дальше еще дома. Территория огромнейшая просто. При том, что здесь еще 3 дома снесено. И вон там еще каменные дома стоят. Капустники, или как это называлось, я не знаю. Как это? Лобное место. Вот. Я не смотрела никогда «Дом 2», но я всегда знала, что такое лобное место.
Какая погода. Воднопорная вышка, ребят, как думаете, забраться на нее или не стоит? Вау, какая птица большая полетела. Как обычно, нас преследуют хищные птицы, стулья. Блин, ну тут прям как будто городок какой-то прям был. Ребят, собака какая-то лает. С той Может, мы стороны. сейчас на охранную какую-то территорию зайдем? Я думаю, вряд ли. Просто, ребят, огромная территория в лагере. Грачи прилетели. И что-то вот я здесь хотела уже сказать и забыла. Стремновато заходить. Кстати, вон с той стороны как будто... Реально там как будто собака. Что нету этого. У нас всегда с собой. Тише, сильно не шуми. Может, с этой стороны... Может, с этой стороны охраняется, кстати. Он нас чует. Блин, ну это выглядит очень стулья, как с ДК. Пошли, сейчас зайдем. Но на самом деле территория просто громаднейшая. Вытяжки валяются. Большая. Самое интересное, что здесь живет собака. С той стороны. Может, мы уже на охранную территорию заходим? Тихориться немножко. Нам же нужно брать не только для домового конфеты, но и для собак сосиски. Тут склад был. Есть. Был. Я посмотрю, что в соседней двери. Так, ну что, ребята, открываем. Только посмотрите. Ребята, вот еще один отсек склада. Мячик сдутый. Шахматы, веники, книжки. Ну, конкретно лагерь. Ну, то есть тут вон ботинки лыжные, наверное, мячи. Это для лыж. Ботинки. Да, я же говорю, лыжные ботинки. Акварель. Конкретно противогазы вон. Противогазы эти. В каждом лагере. В каждом лагере практически, да. Ну, видимо, были эти Теннисный обучающие. бомбинтон. Обучающие. Эти краски. Домино. Пустые коробки. Пусто. Прям очень прикольно. Здесь прям очень много инвентаря, слушай, сохранилось. А гитары. Прям вау. Прям Да, вау. очень прикольно. Наверху матрас или что это? Ну, что-то такое, да. Даже лампочка целая. Ботинок столько. Столько, слушай, бомбинтон. Бадминтон. Надо тебе бадминтон? Забирай. А мне есть. Дарю. Это пионерский этот. Пионерская заря. Платок. Прикольно. Вообще очень круто. Ребята, очень прикольные находки. Может, заберем, постираем. Будешь себе на шею завязывать. Да, я буду себе завязывать. Мне интересно, а телевизор? А ну-ка. Телевизор, ребят, целый. Целый старый телевизор. А кинескоп Целый, да. Книгу Алена нашла, деловые записи. Выдача посуды для столовой 90-го года. Представляете, сколько? 30 лет, 32 этой книги. Смотрите, Это реально краски ведро. в плесени. Тетрадка какая. Пустая тетрадка в линейку. Как мило вообще. Вот тут всякие записи, слушай. Ой, это что такое? Машина моечная. Я просто смотрю, 79 я уже инструкция. подумала, что это год. 73-й год. Ребят, это вообще капец. Уже 50 лет это книжинцы. Она здесь сохранилась. Формуляр. Некоторые в 50 лет выглядят похуже, чем эта книжка. Вот прикинь, да, машина моечная универсальная, да, лежит формуляр. Учитывая то, что этот лагерь был заброшен только где-то около 20 лет назад, вы прикиньте, каким оборудованием Что за звук? пользовались.
Ребята, мы тут на складе затихарились, потому что, видимо, собака пробудила к действиям охранника, потому что сейчас мы видели, проходил мимо человек. Мы не знаем, что делать, потому что мы, считайте, на охраняемой территории. На складе. Хотя нигде не написано, что здесь есть охрана. Даже забора не мы сами видели. Мгм. То есть, я думаю, просто одна часть охраняется. В общем, будем сейчас как-то пробовать Пытаться. пройти дальше. Может быть, если не нарвемся. Если нарвемся, то Будет штраф. У меня просто колоссальное впечатление от этого склада. ты вернулась как будто бы... Вот понимаешь, когда я росла, вот смотрели эти старые фильмы, типа «Приключения электроника», там вот это вот все, и вот эти вот вещи, они реально как будто окунают тебя в какую-то вот ностальгию, которую ты даже не проживал, по сути, сам не был. Но, учитывая фильмы, ты как будто там был, да? То есть ты на них рос. Это очень прикольно. Я прям в восторге. Ребят, здесь есть собаки, Мы туда не пойдем дальше. которые нас, скорее всего, сожрут. Нам нужно идти через лес с другой стороны, чтобы они нас не видели. Лучше, типа, сделать вид, что мы уходим, и пройти через лес, Алена. Ребята, нам сейчас нужно решить, либо мы идем навстречу собакам, Нет, мы не пойдем. хотя они охраняют. Ё-моё, они маленькие. Ты знаешь, что маленькие самые кусачие? Давай вокруг да, обойдем вот так вот. Я хочу в это здание попасть. Сделаем вид, что мы уходим, и обойдем просто вокруг. Вот самое интересное, парадокс, меня укусила когда-то мелкая собака. Большие собаки самые дружелюбные. Ух ты, блядь.